Ой, дорогие подписчики, смотрите, какого я молодого человека вчера встретила. И он такой необычный, идет по Хургаде, вот с рюкзачком. Там у него рюкзачок такой интересный. Вот такая кепочка, это кепка называется, да? Ну да. И я говорю, вы бы не хотели на YouTube? Вы такой какой-то необычный. Он говорит, можно. Вот, я ничего о нем не знаю, знаю, что он живет в Хургаде, и что-то у него случилось такое. Сейчас он все сам расскажет. Ну, давай, рассказывай, потому что я даже не знаю, что спрашивать. Я о тебе ничего не знаю. Ну, я путешествую как Грузия, Турция, Египет. Ты сам откуда? Из Башкирии, город Уфа. Ага. В принципе, ничего необычного нет, я такой же простой человек, как и все. Не-не, ну как ты попал в Хургаду? Прилетел из Анталии, но я еще в августе, летом был в Грузии. И потом... Ну, это долгая история, я не думаю, что кому-то это интересно. Но сокращу коротко, просто вышел с Грузии, потом после 2 месяцев там Боржоми, Тбилиси, Чагбатуми. Вот, и после вдоль Турции, вокруг Турции обошел там, Черное море, Мраморное и в общем, Мегейское, и вышел в Аланию. В Алании там побыл. Ну, путешествие 32 дня вокруг Турции было. Да ты что? Автостопом и... Автостопом? Пешочком. Но у тебя есть какой-то минимальный доход? Как раз без телефона. В Турции я был без телефона и без денег. Да? Дохода никакого нет, карт никаких нет. Сложности, естественно, возникают, когда перелетаешь. Но я знал, что если я выйду в Аланию, там у меня друг, знакомый живет, Руслан, и я через него смог купить билет сюда, до Египта. Надо было брать обратно, я ему говорю, бери на 1 марта обратный. Он сказал, да ладно, вдруг с тобой что-то случится. Ну, то есть негативно ответил, и, в общем, я прилетел без обратного билета, а при въезде сюда я потерял паспорт, 15 ноября, когда залетел. 15 ноября ты потерял паспорт? Да. Где? Да. В каком районе? Ну, в районе Гомлы, то есть в районе Шери. Гомла, Шератон, да, там, да? Да. Но мне кажется, что его просто кто-то забрал из людей, которых не хотел отдавать. То есть, российский паспорт, может быть, не понравился, его выкинули. Ты имеешь в виду кто-то из наших? Ну, я не думаю, что могли бы египтяне. Но, может быть, у меня украли этот... То есть, из сумки вытащили, да? Да, у меня была сумочка такая кожаная. Но да ты что? Еще в 22 году, когда ехал на фуре, мне подарил этот... дальнобойщик, говорит, чтобы документы не терял. А как раз к тому времени, за 3 года, этот замок уже сломался, и, возможно, вытащили, возможно, вылетело. И как ты живешь без паспорта? Ну, сейчас консульскую визу получил на возвращение. Хотел возвратить... консульская справка для пересечения границы Египта до России. Ты будешь возвращаться, да? Но не получилось возвратиться, так как не хватило денег на билет. Потом там в Гузете еще штрафы $180 насчитал по египетским законам. Но это 3,5 месяца. То, что как бы у меня паспорт сразу потерялся, и виза, которая там стоит, то есть я не сходил, не продлил. Вот, и они $180 попросили заплатить. Но, штраф еще, да? Да, но можно было рискнуть. Вот у меня 2000 фунтов в кармане были, но 500 фунтов не хватало. Почему-то желающих не было как бы купить билет, так как не хватает 500 фунтов. А тут еще ребята должны были в Каире 500 фунтов брали в долг у меня. Я что-то забыл про них, можно было телефон оставить, и они бы, может, перекинули эти 500 фунтов. Вот. Ну, в общем, ты авантюрист, я правильно понимаю? Ну, я путешествую без денег, да. Да? Да. Тут уже один такой был. И без карт, кстати. Сложности, когда была еще карта, сложности не было как-то перелететь в другую страну. То есть ты раз взял и сам купил, допустим, с авиаселса и рассчитался. А здесь, когда уже телефон российский был потерян еще в 23-м году здесь, в Египте, ну и, в общем, как бы ничего не привязано, карт никаких нету, и, в принципе, еще сложности в этом вопросе. То есть и только через знакомых, если есть наличка, мы можем купить какой-то билет. Да?
То есть ты, в общем, получается, немножко такой бродяга. Есть такое состояние души у людей, бродяга, да? Но, в принципе-то оно так и есть. Да? Слушай, а у тебя есть дом в России? Ну, Нету. а подожди, а ты вот откуда взялся? Ну, родственники? Ну, у меня есть и мама в России, она живет, как бы, и братишка, но они по финансам никаких, если даже я в тюрьму попаду, они ничего не пришлют. Не, ну ты так не говори, ну зачем? Но я просто как бы знаю, что их, и то есть они ничего не присылают мне по финансовой поддержке. То есть я только полагаюсь на себя и на проведение, так сказать. Угу. Слушай, а ты тут подрабатываешь, ты говорил, ходишь на съемки, да? Да, ну это массовка, обычно все знают здесь в Хургаде, то, что есть, можем подработать. То есть так вот немножечко на жизнь хватает, да, туда-сюда? Ну, хватало на самом деле только на аренду жилья, но чтобы заказать новый паспорт сразу за $100, то есть не хватило денег, в общем. Ну, а ты можешь пойти в посольство и сказать, так, я гражданин России? Там все оплатить надо, Да ты все что? процедуры платные, да. А так вот, ну, что вот сказать, я без паспорта устроиться на работу не могу, помочь некому, так невозможно? Но я думаю, что у них там 50 тысяч таких граждан, которые живут в России, и судьба одного человека, думаю, никого не интересует. Они могут только дать консульскую справку на возвращение, и все. Да? Ну, вдруг кто тебя видит там из России, какие-то друзья, родственники дальние. Вот смотрите, Давид тут. Ты сам где родился? Город Уфа, да. Город Уфа, да? Вот как обратиться к гражданам, которые живут в Уфе? Жители Башкирии. Жители Башкирии, Да. уважаемые жители Башкирии. В общем, вот тут ваш соотечественник потерялся в Египте. Ой, ну в Египте, конечно, можно жить под открытым небом, но... Риск попасть. Да, ничего хорошего в этом нет, поэтому если у вас есть возможность как-то ему помочь, вернуть его из Египта домой, то, пожалуйста, вот, в общем, оставлю какую-то карту под видео, конечно же, там пересылайте. В общем, надо вернуть товарища домой, ну, потому что потерялся парень. А хорошо, если съемок не будет, ты что будешь делать? Но сейчас нету, я как бы... Так, грубо говоря, можно на улице ходить ночью, а днем спать на пляже. Но это как бы крайний вариант. В общем, так вот. Но сейчас надо как-то... Не знаю, сейчас такая ситуация... Ну, в принципе, как бы я обращался и в евангельские церкви. Евангельские? Да, Они да. тут есть в Египте? Ну, есть у них здания, и такие как бы... Но мне не доверяет никто, во-первых. Возможно, репутация плохая. Ты тут сколько лет? Что ты испортила репутацию? Сколько лет ты тут? Да я ничего такого. Я как бродяга, у меня карт нет. Они же привыкшие люди как бы приезжать сюда отдыхать, кайфовать. А я как бы своим видом немного порчу курорт и отдых. Не, ну должны быть разные люди, правильно же? Ну, люди разные, да. Ну вот ты вот такой, с такой кепочкой. Ты где взял такую кепочку? Ну, это в Турции взял. Ну все. Я там жил в двухкомнатной квартире, ребят депортировали, они полгода там пожили и заплатили за 10 месяцев. Но в итоге они мне ключи передали в Алании, и я жил там в двухкомнатной квартире. В общем, где-то 1,5 месяца. Да? Угу. Вот ты авантюрист, я даже не ожидала, слушай. Ну ты еще тот, в общем. Это состояние души такое. Ты такой всегда был или нет? Нет, я просто сейчас пока в таком состоянии нахожусь. В таком состоянии, да? Так, ну тебя надо вернуть домой. Ты хочешь домой? Ну, я хотел бы вернуться в Россию, да, но сейчас я здесь форс-мажорные обстоятельства. Мне сейчас зуб пришлось лечить, и его здесь не приняли на каусере, а там не совсем качественно вылечили, и он практически по новой сломался. Вот. Но это мертвый зуб, еще делал в Турции за $50, и 5 лет он простоял. Так что турецкие врачи неплохие, зубные. Какое у тебя образование? Среднее специальное, я как бы... А что ты Но умеешь? я не работал, я работал в некоммерческой организации английского происхождения по... Ну, мы занимались благотворительностью, но в 2013 году там перед Крымом нас закрыли. Закрыли. Да. Слушай, ну вот смотри, в Египте, я тебе так скажу, многие подрабатывают, знаешь как, допустим, там
с собачками гуляют, за стариками смотрят. Ну, ребенка тебе точно не доверят. Потом, что там принести продукты можно, поухаживать за кем-то. Ну, то есть надо создать какую-то ценность тебя. Что ты можешь делать? Может быть, гвоздь забить. Вот я сегодня красила балкон, у меня еще волосы, видишь? Смотри, где-то там есть краска? Вот, видишь краска? Да. Вот, я красила балкон, мне было интересно самой красить. Ну, вот, а если бы я кого-то знала, конечно, но я специально это сделала, но другим людям, допустим, нужен помощник. Что-то вот по дому, там, туда-сюда, вот, какую-то нужно ценность создать. Давай подумаем. Ну, Вот, дорогие друзья, может, у вас какие-то идеи есть? Вот, какие идеи, чтобы вот, посоветовать, как прожить Давиду здесь? ну, как прожить? Выживать? Как? Не-не-не, ну выживать надо же, понимаешь как? Ты понимаешь, что это такое дело, вот где-то, может быть, кафе нужно убрать, что-то там протереть, ну что-то машину, может быть, надо быть кому-то нужным. То есть, если ты будешь нужен одному человеку, у тебя будет одна зарплата. Если ты будешь нужен 5 людям, у тебя будет уже зарплата больше в 5 раз. То есть нужно вот эту у меня ценность. пока здесь только массовка и все. Только массовка, да? Единственная подработка, да, больше нет. И я выбирался из отсюда быстро, когда у меня был обратный билет. Но в этот раз что-то мне не повезло с паспортом. И, в принципе, был бы паспорт, виза есть, и через 3 месяца за 5000 улететь в Москву там, или в Турцию обратно было бы не проблемно. Я обычно так и делал. Весна-осень Турция, лето Грузия, зима Египет. Я сюда обычно прилетал на 3,5 месяца. В общем, и в марте уже как бы меня здесь не было. То есть, а ты сколько планируешь тут побыть еще? Но сейчас форс-мажорные обстоятельства. На самом деле найти $300, да, вот реально. И да, если я просил бы братишку, конечно, прислать $100, как бы, но не совсем он понял, что как бы эти $100 не трудно вернуть, как бы в Алании я там за день мог спокойно заработать. Да, конечно. А у тебя в Алании немножко налажена жизнь, да? Ну, там есть много знакомых, и как бы не проблемно было все это решить вопросы с перелетом куда-то. Но я жалею, что не полетел в Индию, а сунулся в 3-й раз в Египет, хотя не нужно было. Надо было отказаться, купить билет на... Это ты 3-й раз уже в Египте, да? Да, на Индию. Ну, я уже в тот раз не хотел, я уже сюда возвращаться, а тут еще такие законы по штрафам. Так что это уже, наверное, последняя моя поездка в Египет. Ну да. Сейчас немножечко уже тут у нас... Надо ездить в те страны, которые более благоприятны, типа Таиланда, там, Вьетнама. Да? Вот я в этом направлении хотел, конечно, двигаться. Ну да. А Шри-Ланка? Пока не был там. Да? Ну и в Индии многие остаются без паспортов. Да ты что? Живут там-то? Да, выкидывают молодежь и остаются жить. Да. Выкидывают паспорта? Да. Это чтобы не вернуться уже никуда? Ну да, там и остаются. Что. А если вот спросят... Что-то их там устраивает, это тоже там есть и Болливуд, массовки и так далее. И другие какие-то возможности, наверное. Ой... Вот. Но я, конечно, транслирую негативное сейчас. Не-не-не, ты говоришь как есть, разные части жизни. Люди привыкли к богатой жизни, к машинам, к деньгам, что у них есть карта под рукой. Ну, допустим, мне сразу говорят, ты бродяга, я вас знаю, типа, до свидания, типа, короче. Подожди. Но, как бы, вопрос же не в том, что, как бы, я бродяга, там... Вопрос же в другом, то что... Смотри, допустим, вот тут сейчас будет какой-то мужчина, и вот он тебя спросит, вот что ты можешь делать, вот чем ты можешь быть полезным? Чем я могу Что ты можешь делать? Ну, я могу сваркой заниматься, могу чем-то заниматься. По дому можешь? Можно и по дому. С собакой гулять можешь? С собакой можно погулять, да. Любишь собаку? Но вопрос же не в этом. Сейчас, как бы, я же нахожусь, так сказать, без жилья. Понятно. Да. В общем, смотрите, дорогие граждане Египта. Можно скооперироваться. Я сейчас вот обращаюсь к вам. Кто может приютить у себя вот Давида на какое-то время, пока он не решит свои проблемы? Граждане россияне, вы можете переслать ему денежку на счет.
там что-то придумаем, оставим под видео. И таким образом как-то помочь ему, потому что вот в Хургаде у нас есть вот такой обаятельный авантюрист, бродяга. Да, я пишу стихи еще. Пишешь стихи? Да. Можешь сказать стих какой-то? Ну, можно хоть какой. Давай. Да, просто я не хотел бы это особо транслировать. Да давай. Они любят все, давай. А что именно? Ну, какой хочешь стих? Ну, давайте расскажу такой политический тост. А у тебя есть что-то такое неполитическое? Можно не Давай, политическое. давай. Счастье, брат, такая штука. Не поймаешь никогда. Будет море самогона, то появится сама. Ведь когда ты соображаешь за Россию и народ, сильно ты переживаешь. Выпьешь водки наоборот. Вау. Ты так все помнишь? Слушай, ну... Разум дам до того, чтоб в конец пропить его. Да ты что? Не, ну так не говори. Это Шутка, да? Последняя шутка. Даже. Да? Ну давай что-то еще. Слушай, ну гениально. У тебя память шикарная, да? То есть ты, получается, много читал, я правильно понимаю? Да не, у меня так себе не очень шикарная память. Средняя. Да? Слушай, а ты куришь что-то? Нет, не курю. Нет. Алкоголь? Нет. Да ты что? Ну, вино в Грузии только. Ну понятно, но это в Грузии. Я бы сама выпила в Грузии. У меня родственники есть в Тбилиси. Ой, какая ситуация интересная, боже мой. Но, в общем, вы видите, какой талантливый парень. Я даже сама не ожидала, потому что я вот с ним знакомлюсь, сразу и вас знакомлю. Но, слушай, ты интересный очень. Ну, давай еще какой-нибудь стишок. Да, все хорошее. Хватит. Да. Слушай, а ты какие книги читал? Там я не так много книг читал. Да? А вот какой тебе предмет в школе нравился? Химия, физика. Да, то есть ты так соображаешь хорошо, да? Нет, просто нравился. Нравилось? Ну, значит, мог это все, да? Интересно. Ну, вот я, допустим, мне это не нравилось. Ну, мне нравилось, мне математика не совсем нравилась. Да? Я поняла. Слушай, ну, а вот какая у тебя мечта есть? Мечта. Вот что тебе греет душу? Да, честно говоря, сейчас не до мечты. Не, ну... Ну, не, понимаешь, дело в том, что мечта должна быть, она, знаешь, как вдохновляет, и она должна быть очень большая, потому что маленькая мечта, какая-то вот проблемка, что-то такое произойдет, и оно тебе маленькую мечту закроет. То есть мечта должна быть огромная, прям больших размеров, понял. Знаешь, но чтобы она тебя вдохновляла. Никакие счета, никакие деньги, я думаю, что не помогут людям. У людей всегда есть ограниченный ресурс жизни. Не. Подожди, я не говорила про деньги, про вот такие ресурсы. Я тебе сказала про мечту. Вот представь, вот что ты хотел в детстве? Вот я в детстве мечтала быть актрисой, и я писала с подругой письма режиссеру Довженко, украинскому. Ну и раз, наверное, 7-8 писала, мы отправляли с подружкой. Ну, я точно уверена, что там, когда приходили, эти письма вот так читали и выбрасывали тут же в мусор. Но, тем не менее, что как бы это была моя мечта. Я теперь уже режиссер, видишь? Ну, я понял. Вот, понимаешь? Вот. А вот какая у тебя мечта? Вот надо поковыряться в детстве, понимаешь? Вдруг я тебя вдохновлю на что-то. Ну, у меня есть планы. У меня не такие грандиозные, как говорится, мечта. Там кто-то там мечтает там врачом стать или президентом, или еще кем-то. Ну, мне не до этого. Да? Кем-то быть. Но... уже тот, кто я есть. Ну не обязательно президента. Вот почему? Можно же быть, знаешь как? Можно же, понимаешь, красиво картины рисовать или просто быть, ну там что-то... Свои планы что-то делать руками красиво. Можно просто вкусно кофе готовить. Вот смотри, где мы сели с тобой. Вот флаг, кстати, флаг Египта, дорогие подписчики. Можно, конечно... Смотри, как у бабушки в деревне. Вот мы нашли местечко, да? Я скажу проще. Есть такая книга «Притчи Соломона». Там царь Соломон говорит, за все отвечает серебро. Да? И, в принципе, да, оно так и есть. И люди как бы за все серебро отвечают. И, многие концентрируются на вибрации, на эмоциях, на еще каких-то положительных мыслях. Это да, конечно, это помогает как-то достичь цели. Я, конечно, транслирую не очень положительные как бы
успешного человека, там, как бы, вот вы меня снимаете. Но ты своеобразный, подожди. Сегодня ты, может быть, так, а через год будет совсем по-другому. Но- Если вот какой-то импульс пойдет, мечта вот такая получится, а когда мечта искренняя, от души, от сердца, то тебе Да-да-да. Вселенная поможет. Не, Вселенная, она Понимаешь? помогает. Вы не думайте, что она не помогает. Я когда был в Грузии, были возможности, то есть остаться в Грузии, там, заработать на квартиру, работать, ну, за год где-то, да. И, пожалуйста, вот твоя мечта, то есть купить квартиру, исполнилась бы. Но я же не пошел по этой линии. как Значит, бы, это не твоя мечта. Не, я, может быть, она была моя, но Может, у тебя я, мечта путешествовать вот так, ну, может быть, и вот так вот. познавать мир, писать книги. Да, Потом эти но книги нужно продавать. иметь за все отвечать серебро, я как и сказал. Серебро, да? Да, то что куда-то сдвинуться, куда-то полететь и где-то остаться, где-то путешествовать. Вот. И если у вас есть возможность послать мне финансы, то вот. Давиду нужен спонсор, давай так скажем. Да. Спонсор мужчина или женщина, неважно. Но спонсор. Слушай, а если вот На какая-то... данный момент мне надо выбраться из Египта, Да. а дальше я сам уже. Хорошо. Таиланд, Вьетнам и. Да. и Если вот тебе Индонезия. какая-то женщина напишет и скажет, вот, Давид, я тебе вот помогу, но ты будешь со мной жить? Ага, ну нет, не знаю, навряд ли. Навряд ли. То есть ты хочешь куда-то ехать, да? Не, ну я не как бы человек как бы такой, что чтобы кого-то полюбить, надо же... Полюбить, да? Да, ну то есть, а просто так жить, это как бы... Нет, да? А если вместе, как бы, допустим, снимать жилье, чтобы как бы трудности какие-то решать, другой вопрос, как бы. Мгм. Ну, в общем, вот такой сегодня у меня интересный Давид есть. Я даже прям... Но мне очень-очень хочется, чтобы у него все было хорошо. Стихи читает. В общем, все умеет, да? Ну, ты по дому умеешь, там, если что-то вдруг, Ну там, да. прибить, починить, умеешь, да? Ну да, что тут. Слушает, прекрасный слушатель, с ним очень интересно беседовать. Он, в общем, такой развитый очень. Стихи я не все выложу, которые он мне тут наговорил. Это самое. Ну, в общем, вот такой прекрасный собеседник. Готова с вами поделиться этим прекрасным собеседником. Так что пишите, звоните. Координаты оставлю под видео. Ой, ну я думаю, что, может быть, мы с тобой где-то еще встретимся, там подписчики будут писать, задавать вопросы, а мы где-то встретимся в другом месте и что-то поотвечаем, может быть, в другой раз. Но я еще был целителем. Ты целителем был? Да? Раньше, в 33 Расскажи. года у меня был такой дар исцеления. Да? Но это более мистически, многие подписчики как бы в это не верят. Но Не-не-не, расскажи. я исцелял переломы, а вот недавно я, даже видео тоже есть, если захотите, можете Давай. потом поставить. То есть ты вот так чувствуешь, да? Нет, просто мы же состоим не только из тела, у нас есть дух, душа, и то есть есть такая возможность, Бог, Иисус, Он исцелял людей, и через молитву можно получать исцеление. Раньше у меня в 33 года как-то я начал исцелять людей, то есть Иисус сам умер в 33 года, и У тебя дар открылся, да, да? ну, мне Бог сказал, и я молился. Но это до 40 лет происходило. Да. Из 10, допустим, человек, которые приходили ко мне, 8 уходили исцеленными. Но потом, после 40 лет, уже из 10 человек, которые, допустим, приходили, уходили только 2 человека исцеленные. И я поэтому, как бы, процент исцеления упал, и, то есть, я, как бы, с этим, как бы, перестал заниматься. Да? Ну, то есть, есть определенное время, как говорится, всему свое время. Да. И, в общем, я закруглил эту тему. Но здесь я пробовал комнату исцеления, то есть люди какие-то приезжали. Вот у одного глаза исцелились от астигматизма. Да. Вот. У меня тоже видео есть. Ты там как-то вот так делаешь или как? Ну, я глаза редко исцелял, но были такие случаи, когда, допустим, бабушка слепая один раз прозрела. Но я тогда молился, лежал дома, это в Деме, и пошел покупать шерстяные носки, вот, и Бог мне говорит, помолись за нее. А я так смотрю, она не видит. И я спрашиваю, за вас бабушка помолиться? Говорит, помолись, сынок. Я помолился, вы что-нибудь видите? Она говорит, я мутно вижу.
Я говорю, давайте еще раз. Но я молился просто, я сказал, чтобы Божья любовь коснулась ее, и она начала видеть. Да ты что? То есть ты можешь И, помогать людям, да? Нет, прежде всего это Бог любит людей, Он помогает им. Да. И когда Бог касается людей, тогда происходит чудо. И на тот момент как бы, ну не как бы, а точно то, что Бог коснулся ее, и я говорю, она второй раз, когда помолился, она смотрит, о, говорит, вы что-нибудь видите? Она говорит, я тебя вижу, говорит, у тебя борода, усы, говорит. Да ты что? А рядом стоял мусульманин, он почему-то негативно это воспринял, хотя пророк Иисус, он исцелял людей, Да? они же его за пророка принимали, мусульмане, вот. И я сам, как верующий, я по монастырям путешествовал долгое время в России, около 40 лет, по-моему, да, так вот. И потом я уже 3 года сейчас за границей, Турция, Египет. И тоже люди исцелялись, бывало. То есть ты бродяга с детства, да? Нет, с 40 лет, так сказать. Вот. А тебе сколько? Сейчас 47, 48, Ну 48 будет слушай, в ты этом. шикарно выглядишь. Симпатичный вот такой мужчина, дорогие подписчики, вернее подписчицы. Вот. Ну, я ищу эликсир жизни. Эликсир жизни, и Да. стихи читает, и эрудированный, в общем, и пишет стихи, да, в общем, все в кучу, и по дому что-то может сделать, и все. Там все главные вещи с собой носишь, да? Все с собой, ношу с собой. Это все твои вещи, да? Да. Видишь? Это ж, слушай, Ну, нет, в Турции мечта всё- путешественника. Нет, в Турции у меня у друга полно вещей, на А. самом деле, всяких кофт и Ну, курток. человеку много не надо для счастья, правда? Ну, здесь, в Египте, да, все. Точно, правда? Ха-ха. Так, ну мы идем, а вы там пишите, звоните, дорогие подписчики. Классная сумочка, такая серьезная, рюкзачок такой. Вот. Уже неудобно.